Привет всем, это майор в отставке. Для тех, кто забыл или для тех, кто случайно наткнулся на это видео, напомню, что меня зовут Олег Кашинцев, я майор полиции в отставке, бывший оперативник, а ныне опасный по версии путинских властей преступник и враг государства. За последний месяц в России произошло как минимум 2 теракта. Это захват заложников в ростовском СИЗО и вооруженное нападение в городах Дагестана на православную церковь и синагогу. Здесь, конечно же, можно вспомнить еще и мартовский теракт в Крокусе, но там все уж очень странно. Но теракт есть теракт, вопрос лишь в том, кто его на самом деле организовал. Итак, в чем причина того, что путинские силовые органы просирают один за другим теракты и демонстрируют свою полную недееспособность в этом направлении? Об этом и поговорим сегодня. Досмотрите это видео до конца, поставьте лайк, поделитесь этим видео и, разумеется, подпишитесь на этот канал, если вы все еще не сделали этого. И да, кстати, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, ссылка в описании, там информация обновляется каждый день. Итак, поехали. Итак, на днях в Дагестане произошел довольно-таки серьезный теракт. Боевики смогли скоординировать свои действия и устроить вооруженные нападения одновременно в нескольких городах региона, в Махачкале и в Дербенте. Погибли минимум 25 человек, и основная часть это сотрудники полиции, 15 человек. До этого, 16 июня, в ростовском СИЗО осужденные по террористическим статьям боевики захватили заложников из числа самих же сотрудников СИЗО, которые их охраняли. Тогда им также удалось без проблем, даже в условиях заключения и полной изоляции в СИЗО, за несколько месяцев подготовить и скоординировать свои действия, раздобыть телефоны, холодное оружие, какие-то игиловские флаги и в итоге захватить силовиков в плен. В марте этого года, как вы помните, в московском Крокусе несколько террористов расстреляли более сотни людей. Официальная версия о том, что террористы были связаны с ИГИЛ, террористическая организация, была публично названа только спустя 2 месяца после теракта. 25 мая глава ФСБ Бортников заявил, что по данным следствия подготовку, финансирование, нападения и отход террористов координировали именно члены ИГИЛ. Но российские власти все еще пытаются обвинить в организации того теракта Украину и продолжают всячески привязывать террористов к украинскому следу, применяя к ним пытки. Больше, конечно, похоже на то, что сами же российские спецслужбы за организацией того теракта и стоят. Но давайте временно примем ту версию российских властей, о которой официально было объявлено. Объединяет все эти теракты одно. Во всех указанных случаях силовики просто-напросто простым языком их просрали. Теракт в Крокусе, в столице России, то место на планете Земля, где находится Кремль и сказочные твари, которые в нем обитают, где всегда беспрецедентные меры безопасности, и где, если ты захочешь выйти с плакатом, например, то тебя задержат еще при выходе из подъезда. Ростовское СИЗО – место, где арестованные и заключенные сидят в полной изоляции под постоянным контролем силовиков и видеокамер. И, наконец, Дагестан – регион, напичканный для усиления силовиками разных мастей и из разных регионов. Да, туда уже много лет подряд отправляют силовиков с разных регионов для усиления. А недавно руководство региона отчитывалось о якобы прекрасной работе по предотвращению терактов. Попахивает палками, но об этом позже. Еще больше вопросов к тем, кто должен бороться с настоящими террористами, вызывает то, что дагестанскими террористами оказались сыновья и племянник Магомеда Омарова, секретаря дагестанского отделения «Единой России», той самой партии, жуликов и воров, и, внимание, главы одного из муниципальных образований Дагестана, именно им и является Омаров. Сейчас он задержан за то, что громко матерился. Понимаете, к чему все идет, да? Известно, что дагестанские террористы занимались в бойцовских клубах, которые, по идее, должны находиться на особом контроле у силовиков в этом регионе. Почему особый контроль? Да потому что Дагестан является исламским регионом, где более 96% населения исповедует ислам. А в исламе мордобитие и калечение людей за деньги, то есть бои без правил, это харам, то есть это запрещено. Несложно предположить, что профилактировать и искать радикально
настроенных чтецов Корана следует в первую очередь именно в таких клубах. Один из террористов был экс-бойцом ММА, бойцом, кстати, клуба Хабиба, это Гаджимурад Кагиров. Серьезным звоночком, предупреждением для силовых органов были массовые беспорядки в Дагестане осенью прошлого года, когда толпа радикально настроенных и лишенных разума местных жителей практически захватила аэропорт Махачкалы в поисках евреев. Помните, кстати, они тогда еще пытались найти евреев в турбине самолета. Но, как мы видим, и из этого происшествия ни силовики, ни власти не сделали должных выводов. Но зато в этом регионе они, как по учебнику, ведут настоящую, без единого поражения, борьбу с настоящими, как они считают, террористами и экстремистами. Так в чем же проблема? Почему же все-таки силовые органы в России так бездарно просирают реальные теракты, но систематически отчитываются о задержаниях экстремистов и террористов? Все дело в приоритетах, но не только в них. Следует обратить больше внимания на приоритеты в оперативно-розыскной и антитеррористической деятельности путинской силовой системы. А приоритеты там следующие. Это политические активисты, рассказывающие правду и выходящие на улицу с мирным протестом, с мирным пикетом, с листом бумаги в поддержку Навального или против войны и геи. Вспомним, например, как в 2022 году силовики задержали экс-главу штаба Навального в Дагестане Эдуарда Атаева, подбросили ему боеприпасы и отправили в СИЗО. Затем задержали активиста Руслана Магомедова, который вышел с плакатом в поддержку Навального и того самого Эдуарда Атаева. А совсем недавно, в июне этого года, путинские рыцари задержали в Дагестане блогера Матвея Володина. Его удерживали, как утверждается, для выявления представителей гей-сообщества в регионе, а затем отправили под арест. То есть это такая борьба с экстремизмом и терроризмом. Парень с бумажкой и гей. Именно это путинские силовики называют борьбой с экстремизмом и терроризмом. И это далеко не все случаи. Политические активисты и геи – это две группы, которые российская власть сейчас считает настоящей угрозой. И при распределении приоритетов во время планирования мероприятий спецслужбами и различными силовыми органами этим группам будет всегда уделяться больше внимания, чем реальным преступникам и реальным террористам. Скажу очевидно, может даже банально, но это все потому, что в отличие от политических активистов и представителей ЛГБТ, настоящие террористы не представляют для российских властей абсолютно никакой угрозы. Возможно, даже наоборот. Теракты, как мы видим, из всего срока нахождения преступника Путина у власти только укрепляли его положение и помогали сплотить население вокруг себя. Вспомните взрывы домов в Москве, Волгодонске и Буйнакске в конце 90-х годов, за организацией которых сами же власти, на мой взгляд, и стояли. Преступникам, захватившим власть в России, абсолютно наплевать на жизни населения страны. Главная опасность для них – это угроза потери власти, которая для них теперь это жизненно необходимый ресурс. Именно поэтому угрозу для них представляют не настоящие террористы вроде ИГИЛ, а ребята с плакатами и геи. Нормальная, адекватная власть стремится к тому, чтобы граждане были удовлетворены как достатком, так и мерами безопасности, которые предпринимает государство под руководством избранных ими политиков. Если что-то из этого граждан не устраивает, в том числе и распределение приоритетов, определение целей при обеспечении безопасности, ну и тем более бездарная работа при предотвращении терактов, то люди могут либо сменить эту власть на ближайших выборах, либо выйти на улицу и сменить ее другим, более коротким и быстрым путем. В России, к сожалению, из-за пропаганды, которая давно переплюнула геббельсовскую, все работает совсем не так. А иногда наоборот. Большая часть населения, вместо того, чтобы задаться вопросами о причинах и условиях, которые способствовали терактам, открыв рты, слушает телепропаганду, призывающую еще больше сплотиться вокруг ватного кремлевского фюрера. За годы существования режима орган, отвечающий за самоидентификацию себя свободным народом, являющимся единственным по Конституции, кстати, источником власти, в теле общества атрофировался, и неизвестно, возможно ли будет его вернуть когда-то к жизни. Это были общие глобальные причины проблемы. Теперь я перейду к некоторой конкретике. Известно, что основными составляющими
теракта, на мой взгляд, являются финансирование, вербовка исполнителей, планирование, организация и координация поиска оружия, снабжение исполнителей этим оружием и сам теракт. Здесь я назвал основные, по моему мнению, составляющие. Каждая названная мной составляющая теракта, каждый этап его подготовки и проведения в нормальных условиях, в нормальном государстве должны быть превентивно прикрыты, то есть взяты под контроль, запрофилактированы силовыми органами с использованием, например, ОРМ, ОТМ, агентуры и прочих мероприятий. И это, если включить мозги и правильно расставить приоритеты, не какая-то уж сверхъестественная, невыполнимая работа. Особенно, например, если речь идет о крупной террористической организации вроде ИГИЛ. Это работа, которую вполне возможно качественно выполнить, но только если есть желание и если приоритеты в силовых ведомствах расставлены правильно. Например, финансирование. Деньги на месте нужны для приобретения оружия, амуниции, для дачи взяток должностным лицам и продажным силовикам. Отследить в современном мире финансовые переводы, финансовые потоки российским силовикам не составляет труда. Они имеют полный доступ, почти онлайн доступ к российской банковской системе. Да, сложности, как вы понимаете, составляют криптовалюта и наличка, но даже в случае с криптой, для того, чтобы воспользоваться деньгами, переведенными на криптокошелек, нужно их вывести в реальные деньги, что также требует использования банковских операций. Следовательно, возможность отследить переводы все же какая-то есть. С наличкой сложнее, но если мы говорим о таких террористических организациях, как, например, ИГИЛ, о крупных организациях, которые стоят за последними терактами в России, то вряд ли они будут перевозить деньги в чемоданах через границу. Им все равно с большой вероятностью придется осуществлять перевод напрямую исполнителю или же через посредников. Здесь наверняка внимание должны привлечь какие-то нестандартные поступления на счет возможного исполнителя или же посредника, но если только он стоит на контроле. В любом случае в этом должны участвовать лица, которые входят в круг лиц, склонных к, например, религиозному радикализму, и в нормальных условиях должны быть известны силовикам, находиться под наблюдением. С наличкой, как я уже сказал, сложнее, но и в том, и в другом случае всегда есть тот, кто что-то видит, что-то слышит или что-то знает, то есть агентура. Вербовка исполнителей, как мы понимаем, осуществляется иногда, возможно, даже и чаще всего через интернет. Это мессенджеры и другие способы общения, которые силовикам иногда трудно или совсем невозможно контролировать. Часто также вербуют в религиозных заведениях, например, в мечетях или же в различных клубах и объединениях. Если неизвестен круг возможных террористов-исполнителей или лиц, склонных к влиянию вербовщиков, за которыми превентивно можно установить контроль, то здесь вновь не обойтись без все той же агентуры, которая должна быть внедрена в такие религиозные группы, клубы, кружки, прихода или приобретена из числа их участников. Планирование теракта требует определенных действий со стороны исполнителей. Выход на место, сбор информации. Как мы знаем, в России, там, где это очень нужно властям, установлено множество камер, в том числе и системой распознавания лиц. Они прекрасно помогают ловить интеллигентов с плакатами, например, политических активистов в метро или у подъездов их домов, но вычислить подозрительную активность, которая может говорить о подготовке и планировании теракта, они почему-то не в состоянии. Но и одних лишь камер, разумеется, недостаточно. И здесь вновь нужна агентура, которая способна освещать деятельность возможных исполнителей терактов. С оружием все понятно. Найти и приобрести огнестрельное оружие – это не за хлебом в магазин сходить. В России свободное хранение и ношение оружия, тем более автоматического, запрещено. По идее, в нормальных условиях каналы поставки и сбыта нелегального оружия должны быть под контролем у силовиков, поскольку наверняка это налаженная система, которая функционирует систематически, и каналы поставок всегда одни и те же. Но здесь также не обойтись без агентуры. Как вы поняли из всего вышесказанного, главное в работе по пресечению терактов – это все-таки агентурная работа и правильно расставленные приоритеты в работе силовой системы. Агентурная работа в этой области требует времени и терпения, поскольку для, например, внедрения в террористическую организацию или даже в какую-то ее мелкую группу необходимо
длительная подготовка внедряемого агента. Он должен, можно сказать, выращиваться специально для этого. Знать религиозные и национальные обычаи, одним словом, быть одним из них. В этом плане, кстати, отлично работают спецслужбы Израиля. Ну, а что происходит в России? Мы хорошо видим, как в различные оппозиционные движения и организации силовики без проблем внедряют своих агентов или же вербуют там их участников. Судя по всему, у них это хорошо получается, только почему-то с беззащитными и законопослушными людьми, которых они запугивают, пытают или шантажируют. Для вербовки серьезного контингента, то есть тех, кто имеет непосредственное отношение к настоящим террористическим организациям, у силовиков не хватает ни ума, ни фантазии, ни профессионализма. Проблема в том, что приоритеты в путинской силовой системе смещены к совершенно другим позициям. Система заточена не на защиту общества или каждого отдельного гражданина от преступного посягательства, она заточена на защиту власти от этого самого общества и от каждого конкретного гражданина. Приоритетом в деятельности силовой системы в России является поддержка удержания власти кучкой преступников в Кремле, а следовательно и угрозы для них соответствующие. И, как я уже сказал, террористы не представляют для режима Путина никакой угрозы. Скорее наоборот. Это как симбиоз одного организма с другим, в котором организм поменьше помогает хозяину решать некоторые проблемы с пищеварением. Ну а после нападения России на Украину путинский режим сам совершенно четко показал себя организацией, обладающей всеми характерными признаками террористической. Да и, друзья, у него теперь террористы вроде Хамаса или Талибана. И зачем им тратить силы на борьбу с реальным терроризмом? Мы видим, как совершенно без проблем силовики выявляют и задерживают так называемых экстремистов, так называемых террористов и так называемых изменников Родине. Школьников, студентов, пенсионеров, журналистов, адвокатов, которые пишут комментарии, выходят с бумажками на площади городов или просто-напросто выполняют свою законную работу согласно своей профессии. Но здесь один нюанс. Почти всегда в этих случаях сами же силовики являются организаторами и провокаторами преступлений, за которые они задерживают указанных выше граждан. Часто ради очередной палки, ну или, если личность публичная, по указанию сверху. Все зависит от статуса их жертвы. Ума хватает только на это. Ловить настоящих террористов им не под силам, поскольку система долгое время развивалась, а точнее деградировала в другом направлении. А после начала войны против Украины почти все силы силовиков брошены именно туда. Еще одна, при этом вечная проблема, которая является причиной провала борьбы с терроризмом, это палочная система. Каким образом здесь сказывается она? Сейчас объясню. Основная проблема, которую создает палочная система для всех направлений деятельности, например, в МВД, это не соответствующие действительности показатели работы. Это отчеты иногда абсолютно липовые, которые каждый раз должны быть лучше предыдущих. Соответственно, для того, чтобы показатели оставались в пределах нормы сотрудникам, от простого полицейского до руководителя, например, регионального подразделения, необходимо подгонять отчеты под нужные цифры. И делают они это разными способами. Например, для того, чтобы увеличить удельный вес раскрытых преступлений, в МВД стараются меньше возбуждать темные, то есть бесперспективные уголовные дела, тупо вынося от казны по материалам проверки, даже с очевидными признаками преступлений. И в то же время с рвением возбуждают светлые преступления, ну, то есть где фигурант известен. А некоторые особо умные сотрудники в таких случаях даже натягивают составы, чтобы срубить очередную палку на раскрытом преступлении. Ведь в статистику попадают только те преступления, по которым возбуждены уголовные дела. Те, что остаются материалами проверки или тем более становятся отказными, в учет не идут. Это был просто пример. Как это влияет на борьбу с терроризмом? При осуществлении оперативной деятельности все то же самое. Те же палки, те же отчеты. Здесь тоже нужны хорошие показатели работы. Периодически во все оперативные подразделения приходят так называемые контртеррористические типовые задания, инициаторами которых является ФСБ, с требованиями ориентировать свой агентурный аппарат, то есть осведомителей, агентов, резидентов и прочих на получение информации о лицах, которые исповедуют радикальные, например, исламистские взгляды или планируют теракт.
И как вы догадались, основное требование, предъявляемое к исполнителям здесь, это вовремя отчитаться об ориентировании 100% своей агентуры. Не отчитался в срок или не всех ориентировал, получит наказание. На практике все это выглядит следующим образом. Исполнители строчат липовые ориентировки, якобы агентурный аппарат ориентирован с перечислением псевдонимов ориентированной и получившей задание агентуры. Хотя на самом деле агентура, указанная в ориентировках, например, ни сном, ни духом об этом не знает. По такой же схеме строчат так называемые шкурки, то есть сообщения от агентуры по террористической окраске, в которых указано, что якобы никакой информации не получено, хотя на самом деле основная масса таких шкурок пишется не выходя из кабинета и без реальных встреч с агентурой. Главное вовремя отписаться. Вывод можно сделать следующий. Российские силовые структуры демонстрируют свою неэффективность в предотвращении терактов по нескольким причинам. Основные проблемы заключаются в смещении приоритетов с реальной борьбы с терроризмом на преследование политических активистов и всех тех, кто представляет угрозу лишь для преступной власти в Кремле, но не для общества, не для граждан. В результате ресурсы и внимание, которые должны быть направлены на предотвращение терактов, тратятся на борьбу с теми, кого власть считает угрозой только для себя. Захватническая война против Украины также оттягивает огромный ресурс силовиков. Более того, внутренняя коррупция и палочная система также негативно влияют на оперативную деятельность. Вместо реальной работы по выявлению и предотвращению терактов, большая часть сотрудников силовых структур занимается фальсификацией отчетов и охотой на легкие цели все тех же активистов, геев и несогласных с войной и властью лиц. В конечном счете террористические акты происходят не потому, что их невозможно предотвратить, а потому что силовые органы занимаются совершенно другими задачами, игнорируя настоящие угрозы вопреки интересам общества. Это такое государство за четверть века умудрился построить Путин. У меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет. Ідіть нахуй, клоуни, я хочу сказати Володіну, Путіну і всій цій шоблі.